Привет всем, кто смотрит мой канал. Так как мне часто задают вопрос, как я делаю тычинки, которые я использую в своих работах, я решила показать весь процесс. Все тычинки в моих мастер-классах, которые есть на канале на сегодняшний день, самодельные. Делаются они легко и понадобятся самые простые материалы. Я покажу, как сделать мелкие тычинки, как сделать тычинки крупнее, цветные тычинки и зачем и для чего тонировать нить для тычинок. Понадобятся нам рамки любого размера, в зависимости от того, какой длины тычинки нужны. Не обязательно использовать рамки, можно взять любой прямоугольник из плотного материала. Также нитки. Делать тычинки можно из любых ниток, главное, чтобы они были гладкие и без ворса. Из тонких ниток получатся тычинки мельче, из толстых толще и крупнее. Лучше выбрать что-то среднее. На бирюзовом ободке в начале ролика тычинки сделаны из тонких швейных ниток. Клей ПВА, картофельный крахмал и любые краски. Это могут быть акриловые краски, гуашь, либо акварель. Небольшая емкость и палочка для смешивания. Закрепляем нить. Натягиваем ее и обматываем рамку. Нитки не должны соприкасаться между собой. После этого берем клей и будем смазывать нитки клеем. Не обязательно использовать кисть, можно делать это пальчиками. Дополнительно промазываю нитки и убираю излишки клея. После этого даем ниткам высохнуть около часа. Если вы увидите, что нити стали недостаточно жесткими, смажьте и высушьте еще раз. Срезаем заготовки для тычинок и отрезаем до нужного нам размера. Я обычно использую размер не более 9 сантиметров. На тычинках из темных ниток всегда будет виден белый налет от клея. Как видите, на черных нитках такого налета нет. Сделаны они другим способом, и сделаны они с тонировкой клея. Если вас смущает такой белый налет и вы захотите делать тычинки из темных ниток, то я рекомендую второй способ. Все делаем точно так же, но сам клей мы будем тонировать любыми красками. Взять можно любые краски, которые есть у вас под рукой. После высыхания окрашенного клея никакого налета на таких нитках уже не будет. Так как качество клея всегда разное,
После того, как нитки высыхают, проверяйте, достаточно ли они плотные. Если нитки остаются мягкими, промажьте и высушьте тычинки еще раз. Для того, чтобы сушить тычинки, я сделаю небольшие подставки из обычных листов формата А4. Это очень удобно, так как не придется ничего искать, чтобы раскладывать и сушить тычинки. Но так как по такой подставке тычинки могут скользить и падать, по верхним двум бортикам я сделаю маленькие надрезы. Так тычинки точно никуда не упадут. Все готово, и сейчас мы будем делать смесь для тычинок из крахмала и клея ПВА. Беру чайную ложку крахмала и добавляю клей. Точные пропорции здесь сказать сложно, примерно это 1 к 1, но качество клея разное и качество крахмала тоже разное, поэтому может понадобиться разное количество клея и крахмала. Хорошенько все вымешиваем. Не делайте смеси слишком много. Во-первых, она подсыхает, во-вторых, даже 1 чайной ложки крахмала вам будет достаточно для того, чтобы сделать тычинок очень много. Примерно такая консистенция должна получиться. Смесь не должна быть слишком густой, но и слишком жидкой она тоже не должна быть. Если смесь будет очень густая, то тычинки могут потрескаться из-за обилия крахмала. Если смесь будет очень жидкая, то она будет стекать с ниток. Наносить смесь на тычинки мне удобнее всего этой же палочкой. Это срезанная ватная палочка. С ее помощью тычинки у меня получаются круглее и красивее, чем просто погружать нитку в смесь. Если вы видите, что с концов тычинки смесь из клея и крахмала стекает вниз, значит, либо вы нанесли слишком много смеси, либо она слишком жидкая. Не старайтесь с первого раза сделать очень большие и крупные тычинки. Лучше сделать первый слой маленьким и тонким. Тогда второй слой ляжет очень красиво. Если смесь слишком густая, добавляем немного клея.
Если тычинки сделаны из толстых ниток, то наносить смесь гораздо проще. И первый слой получается сразу же побольше и покрупнее. Сушим тычинки час-два, все зависит от качества клея. Если вы хотите получить тычинки крупнее, наносим второй слой смеси на высохшие тычинки. Вот такие кругленькие и большие они получаются. Если хотите получить тычинки еще крупнее, то второй слой нужно хорошенько высушить и нанести еще один. Все такие тычинки после высыхания становятся матовыми. Если вы хотите получить тычинки белоснежные, то добавьте в смесь немного белой краски. Так выглядят готовые тычинки. А так выглядят тычинки, на которые сверху нанесен перламутровый белый лак. Тычинки из двух слоев смеси. Также можно сделать и цветные тычинки. Для этого можно на этапе приготовления смеси добавить в нее немного краски. Как я и сказала, все тычинки после высыхания становятся матовыми. Для придания тычинкам глянцевого цветного эффекта можно для их окрашивания использовать цветные лаки для ногтей. Можно использовать прозрачный лак для ногтей для придания глянца матовым тычинкам, либо для придания глянца тонированным цветным тычинкам. Все зависит от вашей фантазии. Можно готовые тычинки окунуть еще раз в клей и украсить блестками либо микробисером.